Задача: определить точки Е и К пересечения прямой линии Ж с поверхностью вращения. Прямая пересекает ось поверхности вращения, и требуется показать видимость прямой в проекциях. Давайте внимательно посмотрим, что мы имеем в задании. У нас есть поверхность вращения, фронтальная проекция и проекция, соответственно, горизонтальная. И прямая, вот эта прямая, G, ее проекция 2 и проекция G1. Ну, это точки я уже поставил заранее, те, которые мы должны найти. Теперь давайте подумаем. Прямая — наше общее положение. Если бы она занимала какое-то частное положение, допустим, она была бы горизонтальной, то точки пересечения мы могли бы сразу ее найти. Ну, давайте мы эту тогда прямую повернем в такое частное положение, для того, чтобы мы эти точки могли найти. Повернем мы ее каким образом? Вот смотрите. Повернем ее так, чтобы вот она заняла положение такое, горизонтальное положение. При этом у нее вот эта точка левая будет вращаться по такой окружности, а правая точка будет вращаться по другой окружности, вот по такой. И наша прямая займет положение вот такое. То есть она будет, левая точка здесь, правая точка здесь, в этом положении. Вот это повернутое положение. Что при этом будет происходить с этими же точками крайними? Вот здесь. Эти точки будут перемещаться как? По горизонтали. То есть вот она будет так, одна точка перемещаться, а вторая точка будет то же самое перемещаться по горизонтали. Вот так. И какое же они положение займут? Ну, проведем линии связи и найдем это положение. Вот одна точка будет здесь, вторая точка будет, линию связи проведем отсюда вверх и найдем положение этой точки. Теперь построим непосредственно саму новую линию. Из новой точки в новую точку. И видите, она проходит через центр, как и должно было быть. Теперь посмотрите, мы имеем сейчас уже эти точки, в которых прямая будет пересекать. Эта точка здесь одна, там где контур находится, эта точка вторая, там где находится контур. Теперь мы можем найти эти точки здесь на прямой, на горизонтальной плоскости проекции. Для этого проведем линию связи до пересечения. Вот она, и здесь точечка уже есть. И проведем линию связи здесь. Так, из этой точки вниз до пересечения. Вниз до пересечения. Так. Смотрим. И где тут наша новая точка получается? За пределами, да? Почему? Дело в том, что мы точки-то нашли где? Мы их нашли на чем? На повернутой прямой. А нам надо что теперь еще осталось сделать? Сделать еще, провести горизонтали для нахождения точек, как они были бы на самой неповернутой прямой. То есть мы, видите, один вариант рассмотрели, ну а теперь рассмотрим то, что нам и требовалось. И теперь эти точки на прямой мы можем найти, там, где они будут находиться. То есть эти будут точки входа и выхода. Это одна точка. И точка дальше
вторая. Тоже проведем линию вниз. И точка будет здесь. Все, теперь осталось нам, что эти точки обозначить. Вот они у нас. Вход и выход. Здесь и здесь. Вот эти точки. И показать видимость-невидимость. Для этого мы с вами вот в точке входа разорвем эту линию и заменим ее на пунктирную. То есть вот тут будет у нас пунктир. И точно так же выполним это на проекции горизонтальной. Разорвем и заменим на линию пунктирную. Вот все решение задачи. Точка входа-выхода, точка входа-выхода на одной и второй проекции. Задача решена.